Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, мастеров, мастериц, подписчиков, подписчиц разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши подписки, лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими интересными блестящими ниточками, но и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Новички. Кто еще не знает про такие ниточки, не работал с ними, знакомьтесь. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Значит, блестящие. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлик. Видите, как переливается, блестит ниточка. И нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от вашей плотности вязания, от узорчика. Я сегодня буду вязать крючком номер 3. Так, сейчас сфокусируется, надеюсь. Крючок не хочет фокусироваться. Номер 3. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные, поэтому берете любую пряжу, демисезонную, зимнюю, летнюю, и вяжете непосредственно своей пряжей. Один и тот же узорчик может смотреться по-разному из разной пряжи. Самое главное, правильно прочитайте аннотацию и правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка хорошего, в принципе, качества. Она тем более разноцветная. Вы все поймете. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто не умеет, повторяйте за руками, но обязательно смотрите, как мы провязываем тот или иной элемент, как он обозначается в схемке. Так вы быстрее научитесь самостоятельно работать с любой схемой. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Ну, давайте, например, я наберу 8 раппортов, да, 4 × 8 = 32, и еще дополнительно 2 петельки по бокам, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 34 воздушные петельки, ну, а вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала, все как всегда, петелька фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот моя цепочка из воздушных петелек, будущий образец. Далее новичкам советую, как вот в многих узорчиках показываю, да, советую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку ввели крючок, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Дальше накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же провязываем столбик с накидом. И ваша задача вот так вот в каждую петельку цепочки провязать столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков по итогу равняется ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть я набрала 34 воздушные петельки, значит у меня будет 34 столбика. У вас может быть ваше число больше или меньше. И самое главное, не забудьте, что вот эти первые 3 петельки подъема это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков уже провязали. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встретимся. Это несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Дальше приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Мы провязали имитацию столбика с накидом, да, вот стоит над столбиком. Дальше следующий столбик пропускаем, делаем накид, и вот по порядочку получается 3-й столбик, 1, 2, 3, в 3-й столбик нырнули, провязали столбик с накидом, 2 воздушные петельки, 1,
2. И сюда же опять вернулись, сюда же в этот же столбик провязали еще один столбик с накидом. У нас получается вот такая вот рогаточка. Далее накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертый точно так же провязываем рогаточку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, вернулись сюда же, столбик с накидом 2. Еще одна рогатка. Дальше точно так же повторяем. 3 столбика пропустили. 1, 2, 3. В четвертый провязываем опять рогаточку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки. 1, 2. Вернулись сюда же, столбик с накидом 2. И вот так вот продолжаете вязать до конца ряда. Совсем несложный ряд. Самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. У вас получится. Несложно. Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали целый ряд рогаточками. Ничего сложного. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем ряд. Вот мы провязали последнюю рогаточку. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И там, где были 3 петельки подъема, в третью петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Все, ряд наш закончен, краешек ровненький, все ровненько, аккуратненько. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Самое интересное сейчас будет. Накид. Теперь смотрите, вот первая ножка нашей рогаточки. Мы захватываем эту ножку сзади наперед, вот таким вот образом. Видите? Получается наш столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Это рельефный лицевой столбик с накидом. Теперь накид в саму арочку, вот в эту вот получается нашу арочку, провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Есть. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. Возвращаемся опять в эту же арочку и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Такой вот веерочек у нас в арочке получился. И заканчиваем, получается, наш веерочек точно так же рельефным лицевым столбиком с накидом вот за вторую ножку. Тут будьте внимательны. Смотрите, делаем накид. Захватываем ножку сзади наперед. Так, столбик у нас перед крючком. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки и остановились. Стоп, дальше не провязываем. Опять сделали накид и сразу же переключились на следующую рогатку. Видите, вот на первая ножка. Сразу же захватываем сзади наперед. Вот таким вот образом. Столбик получается перед крючком. Вытягиваем ниточку. Провязываем 2 петельки. А теперь все 3 петельки вместе. Оп. Вот таким вот образом. Вот что у нас по итогу должно получиться. Дальше у нас будет опять веерочек. Точно так же накид. И в арочку провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. 2 воздушные петельки. 1, 2. Вернулись сюда же и опять провязали 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Опять сформировался вот такой вот веерочек. И опять провязываем вторую ножку рельефным лицевым столбиком с накидом. И следующую ножку, получается первую ножку следующей рогаточки провязываем вместе с общей верхушкой. Итак, накид, захватили ножку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид, захватили следующую ножку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. А теперь все 3 петельки вместе. Оп, поняли? Вот что по итогу у нас будет получаться. Такие вот короночки, да, назовем их, корона. Все, и вот так вот вы провязываете до конца ряда. Совсем не сложно, но очень интересно. 3 столбика. 1, 2,
3, 2 воздушные петельки, раз, два, опять вернулись сюда же, 3 столбика, раз, два, 3. Так, веерочек получился. Теперь будем делать наши ножки, да? Первая ножка, рельефный лицевой столбик, но не до конца. 2 петельки, стоп. И вторая ножка. Оп, 2 петельки, стоп. И все 3 петельки вместе. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Здорово получается, да? Все, давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот наши коронки готовы. Так, как мы заканчиваем ряд? Вот, после последнего веерочка у нас осталась одна ножка, видите? Делаем накид, провязываем рельефный лицевой столбик с накидом полностью, но один получается, видите? Оп, оп. А теперь, там, где у нас были 3 петельки подъема предыдущего ряда, в третью петельку аккуратненько нырнули и провязали обычный столбик с накидом. На этом наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. И теперь вот там, где у нас в веерочке, помните, была арочка из 2 воздушных петелек, мы в эту арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Раз, два. Вернулись сюда же, опять в эту арочку, и провязали еще один столбик с накидом. И у нас сформировалась вот такая вот рогаточка. Видите? Далее накид. И сразу же в следующую арочку от веерочка нырнули и провязали точно такую же рогаточку. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки, столбик с накидом сюда же 2. Видите? Вот такие рогаточки. Если внимательно посмотрите, мы уже так провязывали в самом первом ряду. У нас были рогаточки. Вот. И так далее шагаете до конца ряда. Вот по нашим арочкам от предыдущего ряда. И провязываете рогатки. Несложно, совсем не сложно. Вы такой ряд уже провязывали, поэтому вы справитесь. Вот что по итогу получается. Все, самостоятельно до конца ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот наши рогаточки готовы. Вот что по итогу получается. Как мы заканчиваем ряд. После последней рогаточки делаем накид. И вот в предыдущем ряду у нас были 3 петельки подъема. Аккуратненько находим третью петельку. И в нее провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И смотрите, делаем накид. Вспоминаем, как мы делали здесь нашу такую коронку, да? Вначале беремся за первую ножку, провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. По 2 петельки. Раз, раз. Теперь веерочек. 3 столбика с накидом в центр рогаточки. Раз, два, три. 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вот такой у нас получается веерочек. И опять провязываем последнюю ножку и первую ножку следующей рогаточки вместе. Накид. Захватываем ножку, так, и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом, но не до конца, только 2 петельки. Оп, держим на крючке. Накид. Следующую ножку тоже захватили. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Оп, держим на крючке. И теперь все 3 петельки вместе. Оп. То есть мы так с вами уже провязывали. Вот наш второй ряд. Формируем короночки, да, такие вот. Вот, точно так же провязываете здесь. Понимаете? Сам по себе узорчик несложный, всего лишь 2 ряда. Один ряд у вас рогаточки, второй ряд коронки. Рогаточки, коронки, рогаточки, коронки. 2 ряда и красота. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень-очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот эта сторона лицевая. Смотрите, как она смотрится оригинально, интересно. Так. Изнаночка, смотрите. То есть узорчик получается односторонним. Ну, все ровненько, аккуратненько, но
Лицевая сторона смотрится симпатичнее, скажите, да? Вот такие вот интересные коронки, ну или может быть там чешуйки, как назвать. Можете узорчик перевернуть, если вам необходимо. То есть так смотрится в перевернутом состоянии. Пробуйте, экспериментируйте, вяжите в любом направлении. Из любой пряжи, посмотрите, что у вас получится. Из моей пряжи вот так вот не тянется, ну практически, да? Вот так вот тянется побольше. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше, поэтому пробуйте, вяжите. Обязательно перед тем, как взять изделие, свяжите образец. Потому что ваша пряжа, она, конечно, может либо вообще не тянуться, либо тянуться очень сильно, что может сказаться на изделии. Итак, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, 34 воздушные петельки у меня получилось, ну вот, практически 16 сантиметров, 15 с половиной. И тут получается, каждая как бы короночка, да, это два ряда. 2, 4, 6, 8, 10. И самый первый 11. У меня это за самую верхушку, так скажем, если возьмемся. Вот, смотрите, 11 сантиметров. 11 рядочков, 11 сантиметров. Здорово? Здорово. Вяжется легко. Все понятно, все доступно. Схемка перед вами. Пробуйте, вяжите. Узорчик, конечно, не новый. Возможно, вы им уже что-то вязали, поэтому рассказывайте, что вязали, что у вас получилось. Опять же, из летней пряжи там могут быть одни изделия, из демисезонной другие, из зимней третьи. В любом случае, вашу копилочку узорчиков. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто этого не сделал. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.